Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за нашими встречами в прямом эфире со Степаном Демурой. Степан Геннадьевич, приветствую вас. Добрый день. У нас очень сегодня насыщенная программа, потому что такое в мире делается, такое. Слушайте, Иран продолжает катиться колбаской или колобком по Ближнему Востоку. В общем, теперь новый план, надо душить экономически. Пираты сомалийские, представляете? Там второе судно за 3 дня. И какое? Турецкое с оружием захватили. Просто потрясающе. У Зеленского как бы кредит с дебетом не сходится. Говорит, война дорожает, надо деньги искать. Прям так прямым текстом и говорит. В общем, очень интересный, насыщенный выпуск. Конечно, по сусекам поскрести у Соединенных Штатов они бы сами у себя поскребли. То есть там тоже госдолг вырос. Это новость недели, которая так как-то взволновала многих. В общем, все обсудим. Как обычно, приглашаю всех, естественно, подписываться. Естественно, приглашаю всех присоединяться. Это самый что ни на есть прямой эфир, и вы можете стать частью разговора. Сделать это максимально просто. Сообщество YouTube абсолютно открыто, заблаговременно, вдумчиво. Напишите свой вопрос, не сильно растягивайте, но вот он прозвучит. Клуб зрителей Шелеста точно так же. Ну и, естественно, конечно же, чат трансляции, но на самый-самый, так сказать, завершающий этап разговора. Подписывайтесь на Тимуру, ссылка на телеграм-канал в описании к этому видео. В общем, давайте начинать. Начнем с опроса нашего сегодняшнего эфира из главной, наверное, темы геополитической, от которой уже все там производные проистекают дальше. Сможет ли Трамп победить Иран и экономически, именно экономически? Вот такие варианты. Да, но цена для США будет огромна. Ну, в принципе, да, задушат, но сами пострадают. Второй вариант. Нет. Но он обязательно попробует. Ну, это же Трамп. То есть победить не сможет, но попробует, приложит усилия. Он там вышел у себя в соцсети, заявил, говорит, все, которые торгуют с Ираном, всех под санкции. Третий вариант. Имитирует, имитирует бурную деятельность, а потом быстренько объявит о победе, что все, мы их там погасили, и в кусты. Ну, то есть это такой шаг, это объявление выхода. Шаг, чтобы убежать. И четвертый вариант – это просто пауза перед новой бомбежкой. То есть военную компоненту никто не отменял. И действительно, сейчас в американских соцсетях блогеры разного рода там, лидеры, опиньон, да, лидеры, мнения высказываются, показывают солдат, которые говорят, елки-палки, мы тут едем, значит, воевать, бомбить вот это вот там, да, Иран, страну, которая, черт идеи, вообще нам никак не угрожает. И как бы такая вот зреет нездоровая атмосфера сомнения в решениях Трампа. 4 варианта по поводу экономической блокады и экономического давления Трампа на Иран. Какой бы вариант выбрали вы? И что это вообще происходит с Трампом в отношении Ирана? Я бы выбрал второй, четвертый. Сначала второй, потом четвертый. Ну, она уже началась, экономическая война. Причем не только экономическая, она продолжается, вернее. Но у Трампа вообще никаких шансов нет, потому что Иран США невозможно изолировать. По одной простой причине, что у Ирана сухопутная граница со многими странами. В том числе есть транспортные коридоры в Россию, Пакистан плотно работает с Ираном. Там 6 переходов открыто, глубоководные порты Пакистана к услугам Ирана. Паки даже скидочку им сделали 40% на логистические расходы. Поэтому это нереально. Конечно, Иран страдает. Они сейчас продают, если не ошибаюсь, где-то 300-400 тысяч баррелей в день. До введения морской блокады со стороны США второй раз они продавали в день где-то 1 200 000 – 1 500 000 баррелей. Но это существенный на самом деле удар по экономике Ирана. Ну, они уже к этому привыкли, они под этими санкциями там больше 30 лет. И потом в Иране народ такой пассионарный, как показали похороны Аятоллы. И особия у них такая молодая. Поэтому Иран объединился вокруг населения, именно вокруг руководства. И они готовы терпеть ради отмщения и кровавой мести, которая скоро придет к Получается? еврейцам. Что, отмщение? Да.
О, красиво получается все. Иран переходит сейчас от оборонительной доктрины или доктрины, скажем так, э, следования эскалации США к наступательной доктрине. Они будут сами эскалировать. У американцев отвечать нечем. От слова совсем. Поэтому нас ждут очень веселые времена. И сейчас, на самом деле, началась вторая такая еще серьезная фаза борьбы с Ираном со стороны США и Израиля. Это пошли атаки на хуситов, ансаралу, союзников Ирана, и на иракских шиитов. Там, поскольку премьер-министр Ирака, он миллиардер и, если я не ошибаюсь, этнический курд, то, по-моему, к 30 сентября все иракские шииты должны разоружиться, влиться в ряды армии Ирака, но у них джихад объявлен, они еще не отмстили саудитам, американцам за атаки на свои два штаба, поэтому раскачивают ситуацию в Ираке. На севере Ирака, в Курдистане, иранцы очень сильно покоцали курдов, которые должны были вместе с Моссад, американским спецназом и с бродом со всего мира попытаться вторгнуться в иранский Курдистан. Американцы туда бежали с базы с Эрбиля, но там 4000 сейчас военнослужащих Турции. Турки тренируют и вооружают курдов, и вполне возможно это дело для того, чтобы организовать такой а-ля сирийский поход на Багдад, на самом деле. То есть там сейчас бьют очень сильно по Ираку, имею в виду. Плюс экономический удар по Ирану пытаются сделать. Ну, с хуситами там все понятно. Куда влезли саудиты. Пока что проблемы сплошные у саудитов. Но у них там принц немножко, наследный немножко невменяемый товарищ оказался. Поэтому он себя ведет, мягко говоря, неадекватно. А хуситы, ну, с кем нашел воевать? Но они ему уже показали Кузькину мать. Вот вчера, по-моему, снова обстреляли нефтеперерабатывающий завод очередной. Очень удачно они уничтожают судитовские силы в самом Йемене. А вот в Ираке туда Дубайск снова сказал фу Ирану, прервал с ним, разорвал с ним все экономические отношения. Нет, ну летело по Дубайску, поэтому тоже как бы ровно вчера. Ну, потому что на самом это тоже часть экономической войны, потому что примерно треть торговли и треть, скажем так, внешнеэкономических связей, она обслуживалась и шла через Дубай, через Эмираты. Плюс Эмираты стоят за спикером парламента Ирака и его партии. Они там в него вкачали, по-моему, $100 миллионов, если не ошибаюсь. Ну, и сегодня он там начал выступать или рисовать всякие картинки, где Персидский залив, не Персидский залив, а Арабский залив, а-ля, как его называет Трамп. Ну, то есть, там на самом деле такая пошла уже битва не на жизнь, а на смерть. Но иранцы, они себя, думаю, прекрасно чувствуют. И скоро будет очень весело на этом месте. А Дубайску, ну что, привет, суицидники, смертнички. Интересное заявление сделал, ну, как вы, ну, ваш любимец из администрации. Нет, из... Петюнька? Нет, еще у вас есть любимец. Ой, наркомарко. Да тоже нет. Что ж вы как-то не угадываете? Кто там, красавица Венс? Бессент. Ой, Бесентиха, Это же ваш. Значит, он заявляет, что моя любовь всей моей жизни. Новая политика США в отношении Ирана предусматривает максимальное экономическое давление, но делает масштабную войну. Все еще есть такой нарратив, что поджог Ближнего Востока, масштабная война, менее вероятной. В интервью с NBC он говорит, что мировые нефтяные рынки, демонстрирующие уже несколько недель, неправильно просто интерпретируют новую политику Вашингтона по Тегерану. Ага. Неправильно они понимают, что для нас это экономическое давление означает. У нас асимметричная информация, и я не уверен, почему нефть подскочила из-за этого. Если мы оказываем максимальное экономическое давление, то это означает,
означает, что, вероятно, масштабного возобновления боевых действий не будет. А А что, Эксиос, проливы открыты, да? так Эксиус вчера написал, что есть какая-то тайная тропа в Армузском проливе, так по Мгм. бережку, по бережку, по бережку, Да, 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 возле да, да, Омана, который Трамп обещал да, бомбить, если будут мешать, да, да, да. где вот частично, ну вот как-то можно ходить судам. Ну, это Эксиус, да, но это Бесентиха. Ну, понимаете, Восток дело тонко, поэтому, скажем так, насколько я понял, ситуация... У Ирана есть некие договорнички с некоторыми арабскими своими соседями. Там рука руку моет, поэтому ну, чуть-чуть нефти они выпускают периодически. Причем делается это все малотоннажными танкерами, которые потом все это дело перегружают на более крупные танкеры. Ну, такой, знаете, теневой флот. Но все это делается под чутким, скажем так, руководством КСИР. Ну, там КСИР отстегивают, в иранскую казну отстегивают. Что-то там арабы делают для иранцев. Иранцы позволяют им немножко торговать нефтью. Но это на самом деле по любым оценкам, которые вы сможете найти, там слезы по сравнению с тем, что проходило раньше. Поэтому, ну вот, например, когда-то иранцы опять долбанули по 3 танкерам. Греческий контейнеровоз шел и 2 греческих танкера, ну, под греческим флагом имеется в виду, под суперохраной флота США. Имеется в виду не корабли, а авиационное прикрытие. Ну, иранцы что, долбанули по ним. Они встали, дымят. Поэтому ну, все это делается, знаете, рука руку моет. Но это такие, знаете, услуги друг другу, насколько я понимаю ситуацию. Поэтому это абсолютно не критично для блокады, которую установили иранцы. И проливы закрыты. Что? Хуситы закрыли Баб-эль-Мандабский пролив. Иранцы закрыли Армузский пролив. Поэтому Бесентиха может говорить все, что угодно. И Сентком может писать все, что угодно. Типа proof checking. Армузский пролив открыт. Ну-ну. Поэтому все нормально у иранцев. Сейчас они, я думаю, они еще немножко подождут, потому что они выдвинули ультиматум пиндосам, что либо они возвращаются к МУЮ, плюс дополнительные условия, поскольку они проиграли очередной раунд войны. Ну, либо иранцы будут разбираться уже с американской морской блокадой. Вообще, Заметьте, конечно, что до этого они практически не били по американскую военному флоту. Вообще, конечно, очень странные высказывания Бессенда. Ну, Трампа-то понятно, ну, Бессенда, да, потому что ему бы другое комментировать. Я, если честно, немножко обескуражен. Триллион за полгода прирост госдолга США. Сусеки у Трампа, ну, скажем так, изрядно пошкребли. А, Вообще, конечно, это особый вызывает ну, трепет, потому что ровно госдолг был одним из основных программных вот этих вот республиканских, скажем так, претензий к Байдену, к демократам. Угу. И именно потому, что вот у нас, помните, Маск был со своим Доги, Да, доджем, да, 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 да. который Вы, конкретно там все, чтобы там лишние деньги никуда не тратили. ну да, по факту оказалось, что человек, как обычно, больше говорил, чем делал. Ну ладно. Чем чревата эта цифра 40 триллионов плюс для Ну, американской и всей экономики в целом? тут, скажем так, проблема со ставками. Потому что только за июль месяц, по предварительным оценкам, госдолг вырос на 650 миллиардов. Вот из того триллиона, который вы назвали, на июль пришлось 650 миллиардов. Там военные расходы наложились, возврат, частично начался возврат пошлин, которые были в знаменитых освободительных пошлин. Поэтому госдолг растет как на дрожжах. Если я не ошибаюсь, потолок госдолга установлен на уровне 41,5. То есть у них еще есть 1,5 триллиона. Еще Только они полгода. и плюс у Treasuries есть
Сейчас где-то 850, вот так вот 900 миллиардов на счетах на ТИГе. Поэтому, ну, все зависит от того, как они будут расходовать деньги, какие у них будут проблемы. А проблемы с составками. Ну, потому что из-за высоких цен на нефть и на энергопродукты, нефтепродукты, прошу прощения, на удобрения, на все, что шло раньше через Армузский пролив, там шло много чего. Страны вынуждены распродавать свои ЗВР. И конкретные такие примеры. Это Турция, которая уже просто без ЗВР. Они все потратили. Все золото, которое были, все трижаки. И Япония, которая продает облигации американские. А у японцев, у них этих облигаций, по-моему, на 1,2 триллиона. Что, скажем так, вызвало необходимость в интервенции Бессента, скажем так, спасти японскую иену. Ну, спасая иену, они начали раскручивать, судя по всему, обратно керритрейд по иене. Сейчас им мало не покажется. А это доходности десятилеток, доходности 30-леток, на которые ориентируются и ипотечные кредиты, и, в общем-то, практически вся экономика. Чем выше они, тем меньше экономической активности, и тем дороже американцам обслуживать долг. Поэтому Бессон так и заговаривает все и Ну, говорит, то есть что это, все я так. так понимаю, маленькая победоносная экономическая война, чтобы прикрыть срам. Ну, скажем так, это объявление победоносной войны маленькой, да, чтобы обоссаться еще больше. Ну, у них садомаза такая, знаете, вот с немножко капрофилией смешано. Степан Геннадьевич, Китай, потому что Япония, понятно, сливает трежерис, но основной-то объем до этого был у Китая, а он продолжает, скажем так, продавать трежерис Да, да. американские и на эти деньги покупать золото. А еще, как вообще очень интересная вот такая модель, они, получается, скупают золото, да, там толкают цены и так далее, но плюс еще очень хорошенько затариваются нефтью у той же России. Да, да. И получается очень интересная история. Помните, когда Мадуро, ну, в общем, украли из Венесуэлы, Трамп, и вот этот вот весь поход еще не было, еще было непонятно, да, что будет с Ираном, вот это все, как бы такое волнение такое было, что там, как. Основная стратегия, казалось бы, да, у Трампа, это овладение нефтью, энергией и нефтересурсами. Там тяжелая нефть, тут вот сейчас с Ираном эта вся история. В общем, то есть как бы концентрация нефти обычно в учебниках истории пишут, что вот и все так переглядывались, увеличение оборонного бюджета как подготовка к какой-то большой войне. А к чему Китай готовится, если золото и нефть скупает по миру? Ну, с Венесуэлой там, конечно, у них облом произошел, да, с нефтью венесуэльской. Потому что у них есть маленькое месторождение, на которое добывается, ну, относительно маленькое, по-моему, там в подтвержденных запасах что-то 20 или 30 миллиардов баррелей, где как раз работает, по-моему, Шеврон. Но это такая почти что легкая нефть. А все основные запасы Венесуэлы, которые оцениваются, по-моему, больше, чем в 360, если я не ошибаюсь, миллиардов баррелей, это бассейн Ориноко, так называемый. Ее добывать невозможно. Это как вот... Это даже не нефть, это какой-то тяжелый мазут. Это даже не мазут, гудрон. Во. Нужны огромные инвестиции в локальную энергетику, чтобы добывать эту нефть. Канадцы не дадут вам соврать со своими нефтяными песками. Поэтому об этом на ближайшее время при таких ценах можно забыть. Ну, в общем-то, и экзеки нефтяные Трампу так сказали, что не, ты что, старый, мы то не пойдем. Во-первых, там все нестабильно. Во-вторых, ты охренел такой капы сделать. Китай что? Значит, у Китая зачем ему нужно золото? У него есть такая замечательная игрушка, вернее, валюта теперь. Это офшорный юань. Офшорный юань
Он обеспечен золотом, поскольку использование офшорного юаня, то есть его эмиссия, растет практически экспоненциально. Соответственно, Китаю нужно золото для этого, в том числе, в основном, скажем так. А нефть, я думаю, что у Китая, России и Ирана есть очень интересный план, который предусматривает, скажем, наверное, резкий нефтяной шок для всей экономики мировой. Я имею в виду дизельный и керосиновый шок. Поэтому китайцы спокойно сейчас старятся российской нефтью, берут вообще все как не в себя, а у них будет достаточно количество тяжелой нефти. Плюс к тем запасам, которые уже есть, они там, по-моему, 1,4 или 1,3 миллиарда тонн. Что я говорю, да, не миллиарда, а миллиарда, да, баррелей, прошу прощения. Вот, поэтому они просто смотрят на американцев и тихо офигевают от их тупости. Всячески помогают Ирану, Пакистану выкинуть американцев и израильтян к Ближнему Востоку. Об израильтянах. Очень резкие слова Нетаньяху о том, что Турция не будет иметь возможности закрепиться в Сирии. Удар по району Алеппо, да, где, собственно, турки хотели базу свою строить. И, в общем-то, серьезная там реакция со стороны Турции на Биби Нетаньяху. Я так понимаю, что назревает какая-то очень серьезная заваруха между Израилем и Турцией, потому что шаг и воинственный, и такой очень и очень резкий. Ну и сегодняшние, конечно, сомалийские пираты. Привет! Британия, которые отжали судно с оружием для полигона, это там Сомали. Вообще, Турция там вообще хочет и космодром строить, то есть, такая, да? Да. Такая вот. Израильтяне влезли в Сомалиленд с этими самыми, с дубайчанами, а турки лезут в Сомали, да. Вот, получается очень интересная история и очень интересное противостояние. Снимут напряжение, то есть условный там какой-то общий враг типа Ирана, да, или как бы общий союзник типа США, в общем, пока что как-то не отыгрывает. Эрдоган, он очень много говорит и очень мало делает, да, как и Нетаньяху в последнее время. Они очень много говорят, очень много хуцпы гонят, хуцпу творят, но как-то все оборачивается против них. Я думаю, что Нетаньяху с треском проиграет выборы, которые вот скоро будут. Единственное, что может спасти от тюряги, это очередная победоносная война. Поэтому вполне возможно, что Иран как раз на это и рассчитывает, что у еврейцев не выдержат нервы, они полезут первыми. Ну, а если иранцам, наверное, надоест ждать, они будут разбираться с морской блокадой Америки, и заодно с еврейцами и со всем арабским миром в придачу. Поэтому я пока что, знаете, там как-то не особо на это обращаю внимание, на заявление Нетаньяху или его членов его кабинета о том, что Турция – это самый страшный враг, поскольку Иран мы уже победили, теперь начинается у нас Турция страшный враг, первый враг в мире. Этот самый Эрдоган нам тоже панты кидает, и, как это у нас говорится, распальцовочки, что типа я тут самый главный защитник арабского мира, мусульманского мира, бла-бла-бла. Поэтому все это словесный понос, на мой взгляд. Примерно как из Трампа льется, так и из них. На данный момент. Перенесемся в Украину и к выражению Зеленского, что война подорожала, поэтому нужно искать деньги. Инфляция. Но вместе с тем сегодня вечером, во время своего ежедневного, уже такого полудевальвированного, конечно, формата вечерних обращений, он говорит, что это не про подарки, мы хотим купить Патриот, а никто не продает, представляете? И вот США прежде всего должны, собственно, раскошелиться, потому что дроны-то сбивают, а с баллистикой большие проблемы. Прошлой ночью был серьезный обстрел Киева. Дроны тоже сбивают, да? Все, да? 90% говорит Зеленский. Правда, сегодня, конечно, во-первых, трагедия большая, там 15 человек погибло в Киеве, да, во время обстрела, попало в Соломенский район, там больше всего погибших, в общем, завалило там людей в бомбоубежище, конечно, кошмар.
Но тут интересный другой момент. 5 часов, 5 часов за сутки не было тревоги. Дроны летают там по одному, по паре, по несколько. Уничтожены большие склады в Бориспольском районе. Это рядом с Броварами. Короче, это под Киевом, совсем рядом. Причем сразу там куча сетей с продуктами и косметикой, и совсем на свете написали, ну, все. Все, значит, дефицит может быть, каких-то товаров не быть. Мы, конечно, все преодолеем, но тем не менее, в общем, готовьтесь, люди. Это даже Зеленский отметил, что в Броварах Борисполе, в общем, отработали склады. Причем интересно, что нефтебаза одной из сети АЗС была полностью уничтожена. Я так понимаю, что если не дефицит, но подорожание будет точно. Ну и все дорожает у Зеленского. Получается, денег брать негде. Патриоты одинокие грустят, стоят, их показывают по CNN, как они без ракет в кукурузном поле находятся. Ну а Зеленский продолжает воевать. Но только возникает вопрос. Ну, то есть удары по... Там вот сегодня очередной НПЗ поразили, по Вайлдберрис. Вот эти удары... Тут еще тоже такая интересная история. «Атлантик» пишет большой материал о том, что, значит, план был рой дронов из Украины, 1000 штук за раз, запустить по московским аэропортам, парализовать полностью авиасообщение. Зеленский там сомневался, а чтобы там пассажирские самолеты не пострадали, вот это вот все, ну, как бы выставляет Зеленского в свете там гуманиста и благодетеля за Атлантик, но все-таки дал разработку. И вот они разрабатывали, а потом раз Федорова уволили, и все как бы пошло на смарку. Ну, вот такая интересная статья вышла. Короче, я к чему? Вот эти тяжелые последствия от ударов и удорожания войны, которые мы имеем, но это же закономерно. Это же просчитывалось на раз, когда ты лупишь по складам по России, по Вайлдберрис и по НПЗ. Ну, слушайте, ну, просчитывать. Задачи-то какие стоят, еще раз. Ну, задача нанесения максимального урона России. Желательно добиться стратегического поражения России. Украина ЧВК – расходный материал. Чем больше урона нанесет, тем лучше. Ну, до последнего украинца, так до последнего украинца. Уже 100 раз. Чего вы удивляетесь? Я больше кремлевским удивляюсь. Их, скажем так, неадекватности в данной ситуации, когда уже британцы над ними смеются в открытую в своей прессе. Там спрашивают генерала, а вы, вот они праздновали то, что впервые британские дроны участвовали в налете на Россию. Дальнобойные дроны. И что они только будут увеличивать поставки. Я его спрашиваю, вы не боитесь там ответки Кремля? Он говорит, да, ну перестаньте. Они уже всем доказали, что чушь собачья, они ни на что не способны. Дожили. А эти все радуются. Ой, стрёмно ушел. Сейчас у Британии политика изменится. Пришел мини-стрёмный. И все то же самое. Вот это меня поражает. А остальное все давно уже понятно, по-моему. Ну, смотрите, война становится жестче. Ну, по крайней мере, тут надо тоже разделять. И задаешься невольно вопросом. Это вот такие крики, потому что война дорожает и деньги нужны? Или действительно Россия изменила тактику ударов? Потому что Кличко... немножко изменили, стали, скажем так, жестче, да. Кличко сегодня, значит, реально говорит... жестче. Одно, скажем так, закрытие Черного моря для Украины. Я не понимаю, почему это сделали на 5-й год войны, а не там не на 2-й или на 3-й. Жестко начинается. Ведь самое жесткое будет чуть позже, как говорят, да? Потому что, по большому счету, вся экономика Украины сосредоточена Киев, Харьков, Днепр и еще один город. Нет, не Чернигов. По-моему, Полтава. Ну, можете проверить. Эти практически 4 города обеспечивают 90% ВВП. Это же не только 90% ВВП, это еще и, условно говоря, 90% поступлений в бюджет. И вот экономика этих городов выносится одна за другой, один за другим. Она выносится. Что происходит с бюджетом? Поступления в него резко уменьшаются.
А война действительно становится все дороже и дороже и дороже, потому что во всем мире инфляция. Ну, Зеленский обещает ответить на сегодняшние удары. Сегодняшние удары, Кличко говорит, впервые за долгое время целенаправленно били по энергетике. Летело по ТЭЦ-6 в район ТЭЦ-5. Дрона имеется в виду уже в течение дня и прошлой ночью. Стерненко, бывший советник министра обороны Федорова того же, он говорит, что пытались ударить по воде. Дальше вообще эту тему разгоняют, что водоснабжение, то есть будет перебито, канализация, вода. Я так понимаю, что бортничьи будут атаковать. И, собственно, это все сопровождается какими-то невнятными обращениями к гражданам, типа «готовьтесь». Готовьтесь, готовьтесь, запасайтесь, но как-то разводишь руками и понимаешь, так как к чему готовиться. А если Надо защищать, нечего. из городов уходить просто надо, и все. Ну, как бы вы ни готовили, что вы будете делать в полностью замерзшем городе? Без электроснабжения, без всего, без тепла. Там делать нечего абсолютно. Зачем в этой войне пустой Киев тогда? Слушайте, ну так получилось. Что? Не, ну, ответ, конечно, стратегический, я вам хочу сказать. Тут так получилось. В общем, все было понятно. Ну, может быть, рассчитывать на то, что Кремль проявит слабинку, жалость, сочувствие к братскому народу. Эти могут. Ну, а на что еще рассчитывать? Понимаете, должно было случиться с Киевом еще прошлой зимой. Ну, подогнали Анкоридж. Выиграли год. Нашли слабое место в России. В России это удар дальнобойными дронами в огромном количестве. Стали его использовать. Ну, хорошо, значит, если в Кремле хоть там осталось полтора извилины, значит, в эту зиму Киев замерзнет. Ну, все, что я могу сказать. Ну, большое если, знаете, такое огромное если, вот, большими печатными буквами. Степан Геннадьевич, на фронтах насколько вот эта война тылов и вынос тылов отражается и отразится ли? И правда ли, что в планах, что отразится как раз-таки в конце теплой осени? Ой, слушайте, тут на самом деле, я думаю, что даже генералы, которые воюют на линии фронта, не смогут вам сказать, когда это отразится. Потому что обычно это все, обвал фронта обычно случается, когда его никто не ждет, и вот маленькие-маленькие кусочки, маленькие проблемы накапливаются. Проблема, конечно, с логистикой у обеих сторон, да, потому что те удары дронами на глубину 20-30 километров, они делают логистику для войск тяжелой. Но, скажем так, недостаток живой силы, недостаток матобеспечения, отсутствие ПВО, отсутствие авиации как таковой, они, конечно, ставят украинские войска в адское положение, потому что, слушайте, кабы летят сейчас стабильно на 70 километров, попадают практически в яблочко. Посмотрите на средства объективного контроля. Там 4 пятисотки взрываются, там, я не знаю, в радиусе 20 метров разлет. И их летит сейчас десятки тысяч в месяц, условно говоря. Ну, можно просто стоять на месте, и скоро у украинцев просто не будет армии. Ну, поэтому, на самом деле, такие темпы продвижения начались. И тот анонсированный трупонаступ, он как-то снизошел на нет. Все завершилось тем, как обычно, Зеленский там начал что-то рисовать, какие-то непонятные зоны закрашивать. Этот трупонаступ длился 1,5 месяца. Возможно, сейчас что-то снова будет под Константиновкой. Возможно, сейчас будет что-то, какие-то попытки трупонаступа под Сумами. Но, в общем, просто имея такое преимущество в авиации и разведке практически над полем боя, ну, там до линии фронта мало кто доходит из украинских войск. Поэтому фронт движется. Ну, надо отдать должное кремлевским, что их
скажем так, стратегия минимизации потерь, она работает. Просто надо бы еще немного поменять стратегию ударов по тылам и по западным союзникам. Партнерам, прошу прощения. Тогда вообще все будет классно. Ну, видите, эту тему почти уже никто не обсуждает. Ударов Какую? по там, Польше, по Финляндии, по Британии, по Ну, Германии, по складам, по скоро будут. предприятиям. Скоро будут большие изменения. Сейчас Почему? команду просто почистят, я думаю. Что почистит? Я думаю, сейчас кремлевскую команду-то хорошо почистят. И будут изменения. Ну, например, на того же певца Анкориджа, товарища Дмитриева, насколько я понимаю, РФПИ проверяет счетная палата. О, как, ничего себе. Поэтому скоро так вот под зад ногой получит в лучшем случае. Песков что-то как-то говорит невнятное, точнее, как внятное, но в общем, Он боится сказать слово «Лондон». Слово «Вашингтон» смог сказать, слово «Лондон» ну никак не выходит у Данилы Мастера. Не, э, ну оцените вообще, вот выходит Лавров и говорит о том, что Британия, мол, занимается пиратством. Хочешь сказать, пенек ты старый. Вообще во всех учебниках это называется не пиратство, а война на море. Если это война на море, значит, должны быть, соответственно, ответные военные действия против противника. Что значит, Россия после применения английских дронов, э, возможно, будет считать. Чего? Против тебя британцы применили открыто дрон, над тобой глумятся. А мы, возможно, будем считать, что Британия участвует в войне. То есть, вы понимаете, да, уровень, скажем так, глубокой озабоченности и адекватности, скажем так. Ситуация. переговоров, говорит Песков, не будет никаких, перспектив урегулирования нет, потому что Киев, в общем-то, не хочет этого всего. И тут возникает главный вопрос. Ведь, ну, война дорожает, людей меньше, убытков больше, тяжб больше. Действительно сложные времена сейчас наступают, да, для территории Украины, которая сейчас под ударами. Дроны летят уже и на запад страны. Житомир так давно не утюжили, потому что долетают, потому что могут вот эти дроны реактивные, Герани, они, в общем-то, поражают цели. Недавний вот пораженный, вот сегодня был обстрел, Житомирская область, вчера отделение полиции, там тоже погибшие, пострадавшие, в общем, четкие как бы цели. Ну, это цель. То есть конкретно в центр прилетевший дрон — это цель. Все понимают, какая. Это не означает, что кто-то сбил, и там какие-то обломки, что трагическая случайность. Нет, это как бы куда хотят, туда, получается, и бьют. Про 90% отработанных дронов — это, конечно, тоже такой достаточно натянутый вопрос. Степан Геннадьевич, так где этот предел у Европы? И является ли те политические козни, которые сейчас выстраиваются вокруг Зеленского и его офиса, вот таким отражением событий на войне? Ну, почему я так говорю? Потому что, опять-таки, тут украинские средства массовой информации проводят интересную параллель между Порошенко и Саакашвили. Ну, то есть, они же были в Десны, они же были вот-вот-вот. Там Одесскую область отдавал Саакашвили, Порошенко тут губернатором целым был. А потом как-то разругались, с Аваковым вот это бе-бе-бе-бе-бе-бе. А сейчас, получается, у Зеленского свой Саакашвили, свой Михо, это Федоров. Тот выходит и говорит, надо выборы. Хотя сам 7 лет сидел у власти в том или ином статусе и был плоть от плоти, кровь от крови, в общем, ближайший, скажем так, соратник. Выборы, говорит, нужны во время войны. Те отвечают, какие выборы, это опасно, смотрите, какой период опасный, это невозможно. Ну а все же понимают, что за Федоровым стоят вот эти НГО,
да, вот эти силы, вот эти Сорос конкретно, потому что бронь у Федорова появилась на третий день после увольнения от фонда благотворительного, связанного с Соросом. Все это четко понимают. Неужели вот эта сила, которая сейчас там с картонками, которая, кстати, там как-то слили, ну, технично, да, украинские власти, неужели эти силы просто так возьмут и ну вот отпустят Зеленского, дадут ему как бы продолжать вот это задуманное, а если нет, то чего они хотят? Ну, вот насколько я понимаю ситуацию, да, Зеленский их устраивает всем, кроме одного, потому что все эти деньги, остатки вооружения, они даются под мобилизацию. Под обещание Зеленского уже который год снизить возраст мобилизации. Чтобы ЧВК Украина продолжала сопротивляться. Потому что то, что сейчас происходит на фронте, я даже не знаю, как это описать. Целые участки фронта, насколько я понимаю, держатся в основном за счет дронщиков. Как только центр управления дронами вычисляется, накрывается фабами, наши солдаты просто идут и добивают оставшихся. Вот такая ситуация на фронте. То есть понятно, что так долго продолжаться не может, и фронт рано или поздно рухнет. Сейчас еще в Купянске там пару бригад, я думаю, положат, поскольку не дают, как обычно, приказы на отступление через реку. Поэтому нужна живая сила. Дроны дронами, все замечательно, все прекрасно. Война тылов, войной тылов, но на фронте воюют и держат фронт солдаты. Значит, нужна живая сила, мясо нужно. Выгребли уже все, что могут. Да? Все знают, как проходит мобилизация в Украине. Значит, нужно понижать мобилизационный возраст. Зеленский на это не идет. Я уже не знаю, по каким политическим причинам, соображениям. От него этого требуют. Он обещает. Под это ему дают деньги. Под это ему дают оружие. Чтобы еще раз, я не знаю, продлить войну на год. Условно говоря. Вот это, по-моему, единственное, что может, скажем так, не удовлетворять Зеленскому его, как принято говорить, западных хозяев. А в остальном, на мой взгляд, он лапочка, паинька, все делает, что говорят. Иногда перегибает палку, конечно, с эмоциональными всплесками там, где не нужно. А так все нормально. И потом, понимаете, Зеленского, все эти политические козни, вы говорите еще раз, избавиться от Зеленского проще простого. Тот же Петька Стакан поднимает трубку телефона, звонит Белоусу, говорит: брателло, не возражаешь, если мы на тебя Зеленского повесим? Тот говорит: да, дерьмовый вопрос, брателло, целую в щечку. И там сливаются координаты, скажем, охрана Зеленского делает все, чтобы товарищ Зеленский находился в этом месте. Скажем, в районе часа хотя бы. И все, и нет его. Кровавые русские убили законно избранного лидера страны. Бывает. Вот и все. Поэтому, пока это не происходит, значит, он всех удовлетворяет, но к нему есть претензии. Вот из основных претензий, которые я вижу, может быть, я что-то не понимаю в этой ситуации, но это вот единственная проблема – недостаток мяса на фронте. Он сегодня сделал заявление, что требует от нового министра обороны, которого назначили вопреки картонкам, быть человечнее в мобилизации, гуманнее относиться. Кого-то наказывают, в общем, из этих военкомов и так далее. Но все-таки возникает другой момент. Вот вы говорите, Петька Стакан. Я так понимаю, что кукловодит сейчас Европа. И да, получается... Да. Я условно говорю. Да. Не всех европейских глобалистов устраивает Зеленский. Но тут возникает момент такой. Есть такое четкое убеждение, что если гипотетически возьмут там и шатнут, сбросят Зеленского, поставят условного, опять-таки, понятно, что у него нет шансов, все, гипотетически ставят Федорова, то типа война продолжается с новой силой. Но тут открывается немножко другое поле для маневра.
Да, 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 что вот отчасти, я думаю, вы правы, что нужно дать украинцам последнюю надежду. Федоров или величайшего полководца и того, кто монтирует котлы под ключ, товарища Залужного, отца нации, можно сказать. Что вообще украинцы воспрянут духом. Сейчас пришел Залужный, сейчас он там этим оркам отсыпет. Вполне возможно, потому что, слушайте, опросы общественного мнения проводят же не только администрация президента или офис президента, администрация у нас, и то же самое проводит, но и западные партнеры, скажем так, они тоже мониторят эту ситуацию, потому что население должно терпеть, население должно особо не выступать, потому что, по большому счету, если взять тот же украинский олигархат, то он, я думаю, он начал уже понимать, что все, что было нажито непосильным трудом, оно уже давно заложено. Тем же Ротшильдом. Всей этой банковскому конгломерату. И это уже не их. Поэтому надо с этим что-то делать. А что значит с этим надо что-то делать? Идти договариваться к русским, там, отдавать половину. В случае, и русские гарантируют, что, да, когда все это власть падет и тому подобное, вам половина гарантирована. Вы потеряете половину, не все. А олигархат-то может быстро сорганизоваться. Поэтому тут у Запада тоже такая ситуация с внутренней возможной раскачкой кейса. А Зеленский что, на этого дурачка может писать что угодно, как на Байдена или того же Трампа. Может повесить что угодно. Все прошлые грехи и промахи. Легко. Но вот теперь с нового листа, вот с таким министром обороны, скажем, как Федоров, да если еще Залужный президент, вообще все вот сейчас. Закончится это тем же самым последним украинцем, но, по крайней мере, радости и надежды прибавится там на 5-6 месяцев, может быть. Почему Европа не договаривается с Россией? Просто вот этот страх... Потому что... потому смысл и договариваться. Нет, я сейчас объясню, в чем смысл договариваться. Во-первых, потому чтобы осталось что-то, да, от Украины. Это раз. Во-вторых, для того, чтобы выйти тоже из этой игры. Ведь пока они рассказывают о том, что страшные санкции ведут, о том, что вот сейчас тут Россия, да, вот нападет, давайте все соберемся. Слушайте, там уже вторжение на материковую часть Европы в Испании происходит. Пруд и пруд. Причем такие большие, такие красивые, новые, моторные, скоростные, многоместные лодки. Вот так вот челноками. Да, Туда-сюда, товарищ, туда-сюда. да. И эти беленькие, несчастненькие, вообще не загорелые испанчики сидят на этих пляжах, видят эти лодки. Давай собираться, быстренько-быстренько улепетывать с этих пляжей, потому что они их довозят там до какого-то, а те прыгают в воду и плывут. Плывут в Испанию, плывут в новый мир. Вот где реальная угроза. А угроза, вот, например, там, что вторжение или там опасность в Балтийском море. Не-не-не-не-не. Вот это вот Россия сейчас будет бомбить. Вы фишку не сечете. Нет. Хорошо, исчезнет угроза России. Чем объяснять электорату страшное экономическое положение и необходимость идти на жертвы и резать социалку? Нечем. Это потужная борьба с Россией. Это сейчас для евробюрократов это заменило потужную борьбу с климатом. Под это дело можно все списать. Вы чего, вы лишаете их, понимаете, последней скрепы, которая у них осталась. А это что? Это замещающая миграция. Все нормально. Нормальная такая замещающая миграция. Сколько там изнасилований, сколько грабежей, сколько... Так, слушайте, в Британии сейчас уже говорят, ладно, так с девочками разобрались, они сейчас за старичков взялись, мигранты. Ничего, у них такие вот культурные потребности. Старичков насилуют теперь в Британии. Это нормально. Старички, Порядок вещей. конечно, могут вспомнить молодость, но как бы это же абсолютно...
Ну, это Так же что, не эстетично, в конце концов. ну, слушайте, у мигрантов такие вот обычаи, ну, там, им пофигу, движется, движется. Пульс есть, можно использовать. Такие Ну, вот люди, знаете, тут неприхотливые. дней 5 назад бывшая министр британская Да, да, здравоохранения это тоже, говорит, да. тут у нас много этих, ну как много, там на самом деле немного, беженок, я так, ну, и подразумеваю, что в том числе из Украины, то есть всех там беженок. И эти беженки, они хоть так заинтересованы в работе в сфере любви. Так вот, давайте с рядышком с густонаселенными мигрантскими вот этими вот, скажем так, поселениями, да, лагерями и поселениями в районах, там, городах, будем открывать публичные дома, и туда пускай работают. И они не такие злые будут, эти мигранты, и все будет хорошо. Такие идеи. Ну, британцы, что я же говорю, островные дегенераты. Вот вы говорите, нет на что переключиться. Степан Геннадьевич, ну вы не правы. Ну хорошо, если мигрантский вопрос вы отвергаете, у них все хорошо, вот как мы только что обсудили, но все же сейчас как бы переключаются на ИИ. За последнюю неделю очень много было материалов о том, что какой там ИИ, китайский или американский, Китай догоняет. Другие говорят, что уже перегнал. Третьи говорят, не, подождите. ИИ это как бы еще та история, Это и да, да, да. где можно повоевать. Особенно примечательно выглядит, ну, вот этот вот момент. Есть такое издание, там, War of the Rocks, типа «Война на скалах», ну, вот это вот. Значит, колонка. Профессор пишет, Джек Ван Лим. Очень интересные вещи. Ну, по тональности сразу понятно, что материал такой пропагандистский, западный, но очень интересно изложено, вот чем кормят, да, конкретно западные синтенки. Си Цзиньпин может попробовать заткнуть кадровые дыры в китайской армии с помощью искусственного интеллекта. После масштабных чисток в руководстве армии многие ключевые должности остались без опытных командиров. На этом фоне Китай ускоряет внедрение ИИ в военное управление, пишет этот профессор, и уже испытывают для анализа обстановки, наведения оружия, киберопераций, подготовки решений. При этом сама военная пресса настаивает, что машина должна только помогать, а, ну, типа, все равно последнее слово за человеком. Проблема в другом, пишет профессор. Офицеры могут скрывать ошибки или приукрашивать данные и вводить в ИИ заведомо неправильную информацию. Ну и, в общем, это попытка такой компенсировать кадровый ущерб. То есть нам Китай опять рисуют как колосс на глиняных ногах, а внедрение ИИ как, ну вот опять-таки, затыкание дыр. Но ИИ в военной сфере это вот прям серьезный вызов для Запада. Недаром же они 35 стран под себя подмяли и говорят, давайте, все к нам. Ну чем, а Европа вообще там конь не валялся в этом направлении. Так может Европе надо переключиться с угрозы России на угрозу ИИ? Так они уже переключились, что мы типа проигрываем гонку с США, поэтому надо. Ну, и это вот для обывателей, для электората, это что-то такое, ну, эфемерное. Что-то, знаете ли, по уровню вовлеченности, как борьба с мировым терроризмом. Такое непонятное, абстрактное, его не почупаешь. А тут вон кровавый русский прям вот украинцев мучат. Вот прям за углом, вот смотрите, кадры реальные. Нет, это не прокатит. Не прокатит. Тут вопрос очень серьезный, поэтому надо подходить к этому серьезно. И другого у них ничего нет. Увы. И не будет. Вообще, конечно, скучно стало. А Загнулась все вот эта понатапали. вся эта история, что Россию мобилизация ждет, что они сейчас там будут бунтовать, что там сейчас вот это все как-то все на нет сошла эта тема. Ну, бывает. Она просто каждый год возникает и каждый год одним и тем же заканчивается. Как раз вот летом, осенью. Ну, типа весной ждать. Насколько я понимаю, там так называемые непримиримые оппозиции к кровавому киевскому режиму гранты выделяют на год. Поэтому
под момент гранта, основного гранта выделения нужно показывать, что вот еще немножко, еще чуть-чуть нажать, еще нам немножко дать денег, и кровавый режим ухнет, товарищи. Так что, я думаю, это с этим тоже связано. Нет, ну смех смехом, но я видел публикацию, что Верхний Ларс опять очереди. 20 тысяч человек уехали, Да, представляете? да, да, но там действительно были очереди. Просто на грузинской стороне была оползнеопасная обстановка, и они просто дорогу закрыли. Вот и все. Ну и понятно, сезон отпусков, поэтому... Да, да, да. Поэтому тоже такое дело. Друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. Значит, сможет ли Трамп победить Иран экономически? Да, но цена США будет огромна. 8% считают. 20% это пауза перед новой бомбежкой. Будет бомбить Трамп по-любому. 24% нет, но обязательно попробует. И 49% считают, что он имитирует, объявит победу и уйдет. Я вижу, что в этом итоге, в этом результате, ну как, рацио у людей включается. Рацио. Вот Я только опять-таки, хотел сказать, смотрите, нельзя анализировать действия американцев и действия Трампа с точки зрения рацио. вот точно так же по Украине. Ну слушайте, блин, ну поубивала кучу народу, разбомбили склады, там дефицит, логистика, вот эти солдаты, которые сейчас сообщают, которые там мочу пьют, выпаривают там воду какие-то из луж, то есть вот это вот все. То есть проблема с логистикой, она на фронте тоже отражается. Вот эти все там, ну, тяжелые моменты, ну возьми же, ну как бы давайте, но это рационально, это все закончить, рационально это все. Рационально, да. Опять Еще раз. дернуть Ваши рациональные... Кушнера и Уитков, пускай приедут, пускай там давайте, на что-то согласиться. Давайте врать уже этому. Это население украинское внутри Украины оболванено, оно привыкло, что врут, потому что не рассказывают, куда прилетает. А люди, которые там непосредственно рядышком живут, они знают, что там находится. Но я сталкиваюсь с ним каждый раз, ну там знакомые, там Киев, область, слушайте, Киев. в эпоху интернета не знать как-то это преступно. Если хотите, слушайте, вы не можете не знать, да, это одно, а то, что вы не хотите знать, это второе. Совершенно разные вещи. А потом, когда вы начинаете говорить о рациональности, всегда нужно понимать, что у разных групп населения, скажем так, у них различные целеполагания. Соответственно, то, что для вас кажется иррациональным, в их мирке оно прекрасно укладывается в логику достижения целей, которые у них есть. Ну и точно так же и по Трампу, понимаете, люди объективно, я Да. вижу, что правильно будет сейчас ему, да елки-палки, ну ты столько уже наврал, ну соври сейчас, что ты его победил и закончи все. Не может, он не может чисто в силу своей психологии примитивной. Он понимает, что он опущенный, и он не может. Ну нет, тогда слушайте, он, это знаете, вот что характеризовать, его же воспитывал товарищ Кон, да, такой мафиоза, юрист. И потом мафия его взяла под крылышко после 91 года, когда он обанкротил свою империю. Поэтому он такой... Вот Сопрано, наверное, все видели. Вот Тони Сопрано. Вот Тони Сопрано такой матерый мафиози, да? А это такая вот шестерка мафиозная. Вот. Но ему очень хочется выглядеть как Тони Сопрано. Поэтому такое примитивное, совершенно тупое, мерзкое существо этот Трамп. У него примитивная другая логика. Поэтому, когда вы начинаете с точки зрения рациональности обсуждать, сейчас начали сливать и военные, и разведсообщество американское, все те материалы и оценки, которые они делали перед началом войны в Иране. То же самое сейчас стали делать, кстати, и еврейцы. Их разведсообщество, их военная разведка тоже сливает все материалы на Нетаньяху, что его предупреждали, что Иран не занимается разработкой ядерного оружия, американцы и еврейцы. Что операция, которую предлагаете, не приведет к смене режима и тому подобное. То есть, Нетаньяху по своим причинам, у него там всякие мессианские заморочки на старости лет, совсем мозгой поехал. У Трампа тоже свои причины.
Нормальный бы человек полез. Ни один американский президент не хотел больше лезть в Иран. И правильно делал. На то были причины. Ну, а Натаньяху и Неоконы нашли дурачка в виде Трампа, полоумного, который полез. Ну, теперь огребает, а вылезти оттуда он не может. Да и потом Неоконы ему просто не дадут. Нет, Понимаете, ну, здесь же еще... мне кажется, что... Неоконы, они, еще раз, у них свое представление о действительности. Они застряли в моменте Золотого века Америки, когда Америка была гегемоном. Ну нет, ну о каком Она больше не гегемон. Подождите, в этом же интервью я вам Бессента сегодня, вашего любимого, которого не могли вы вспомнить, приводил пример. В этом же интервью это же какой-то... Вот вы говорите, гегемон, нет, это полностью... Там есть эпизод, где, ну, его спрашивают, и он призывает Китай повлиять, ну, или помочь поддержать санкции, вот эти экономические из ада против Ирана, и смести режим в Иране. Причем так на голубом глазу, а ему... А это я вот еще раз, это вот гегемон, да. Это не гегемон. Что... Они уже прозрели, что они сами ничего не могут. Нет. Его журналистка спрашивает Бессента, говорит, Бессент, а вы что, будете типа давить на Китай? Ну вот как бы поддерживая на подкорке вот эту гегемоническую вот эту историю. А он говорит, нет, мы в частном порядке будем договариваться. В общем, вообще призываем Китай присоединиться к санкциям против Ирана. Ну да, но это то же самое, потому что в частном порядке, да, мы что-то предложим. А теперь корочку хотите, эти придурки, именно американцы, они пытались купить начальника КСИР, командующего КСИР. Совсем недавно. Ну, а-ля иракский сценарий или сирийский провернуть были посланы. Вот уровень их мышления. Да, друзья, очень много вопросов от вас. Давайте в режиме Блиц обязательно по ним пройдемся. Спасибо всем большое, что их оставляете. Начнем с клуба, потом сообщества и потом онлайн непосредственно ваши вопросы. Так, значит, поехали. Из клуба вопрос от Светланы. Александр, добрый вечер. Вопрос для Степана Геннадьевича. Президент Ильхам Алиев еще год назад в интервью европейской газете прямо заявлял, в 20 году, 1900, Красная Армия вторглась в страну и лишила народ независимости, ликвидировала Первую Демократическую Республику в мусульманском мире. Более того, в статье 1 Конституционного акта 91 года, по которому живет Азербайджан, события 20 года квалифицированы следующим образом. Вторжение 27-28 апреля 20 года 9-й армии РСФСР в Азербайджан, аннексия территории республики, свержение Демократической Республики. Субъекты международного права являются оккупацией России независимого Азербайджана. Риторика страны с каждым годом становится все агрессивнее и наглее. Притом азербайджанские лобби в России остаются одним из самых сильных и численных. Как, по вашему мнению, где собака зарыта? Это же чем так обязано руководство России Азербайджану, что принимает его позицию, в том числе и в оказании помощи Украине. Только летом 26 года Азербайджан передал 40 тонн энергооборудования. Почему азербайджанское лобби столь сильное в России и почему его терпят? Ну, во-первых, в России не один дядюшка Ильхам, да, большой начальник местной диаспоры, он, если не ошибаюсь, учился в одной группе с Путиным. Во-вторых, все это еще идет со времен Советского Союза, когда силовые структуры, чекисты, они использовали Азербайджан и азербайджанскую диаспору как денежные мешки. И там гоняли и наркоту, и все на свете под прикрытием азербайджанцев. Много чего они делали с точки зрения денег. Поэтому это все еще идет с времен Советского Союза. Почему диаспора сильна? Ну, потому что они начинали свой путь в Совке, как постсовке, вернее, уже с большими деньгами. Многие из них были в этой самой, как же это называлось, продавцы, не сотрудниками, а не деятелями культуры, продавцы магазины, все вот это вот. Вот и деньги оттуда шли, тоже большие.
Поэтому здесь все просто и понятно. Мгм. Бабло. Вопрос в продолжении темы и уже из сообщества. Что вы можете сказать по поводу ситуации с Чадаевым, Ураловым, Князевым и чистотой понимания? Я имею в виду, что А кто эти люди, я без понятия. есть площадка, YouTube-канал. Чадаев — это советник министра транспорта, Уралов — политтехнолог, писатель, да, Князев, не знаю, ну, я с ним не могу ничего о нем сказать. Они втроем обсуждают, гостей приглашают. Значит, пригласили они Захарову, с ней провели эфир, а через, там, сколько, 10, 12, 15 дней им прилетело после высказывания против Алиева и Азербайджана международный розыск от Азербайджана. А Захарова за них не заступилась, сказала, это частное мнение, типа, вот такая. Основной лейтмотив был в том, что, ну, как мысль такая, да, что, ну, есть у тебя там документ, свидетельство о рождении, бывший советский паспорт, комсомольский билет или там партийный билет, то ты типа отвечай по юрисдикции Москвы, потому что Москва правопреемница СССР. В общем, они проехались по Азербайджану, по Алиеву, и вот прилетел им розыск. А получается, МИД официальный, и, в общем, никто не заступился. Вот такая ситуация обрисовалась, и люди интересуются, активно это обсуждают. Я сейчас вообще без понятия. Не знаю. Я не знаю эту ситуацию, я не разбирался. И, честно говоря, неинтересно. Так, ну, неинтересно, значит, пойдем дальше. Азербайджаном будут заниматься наши иранские друзья. А иранцы причем? Ну, потому что азербайджанцы тесно работают с еврейцами. В этом смысле. Так, значит, идем дальше. А у Вопрос. молодого Италы все очень просто. Кто не с нами, тот под землей. Не, ну слушайте, особенно когда последняя вот эта публикация из последних новостей, что Иран рассматривает возможность ударов по Болгарии. Ее территория используется для налетов, да. Да, то есть по другим Кипр, да. Кипр, да, по другим европейским Да. странам. Как, кто Сейчас, знаете? подождите, я думаю, молодой Итала скоро это самое девайс рванет. Какой девайс? Ядреный. И скажет, все, мы выходим из договора о нераспространении. И что вы будете делать? Нас таки бомбить? Ну-ну. То есть вы серьезно Ну, просто, полагаете, что вот эта вся да. пауза и чехарда, и вот это вот все Не все это не пауза, потому что реально там где-то в скале где-то... рассматривается, ну, начали обсуждать серьезный вопрос о, скажем так, нормализации применения тактического ядерного оружия в Америке. Поэтому иранцам самое время сейчас рвануть девайс. Технологии у них есть, все у них собрано. Пора. Георгий спрашивает у вас вопрос к Гемуре. Как гражданину России могли предлагать работу в ФРС, ну даже с ВНЖ, или у вас гражданство США? Нет, мне предлагали работу с паспортом американским. Дать паспорт и на работу, вы имеете в Да, виду? да. Мгм. Так, гость лично занимается коммерцией. Вот я занимаюсь 10 лет, все годы рост, приседание только было в 25 году на 14%. И оно уже отбилось ростом, то есть просто один год рынок просел. Да, сейчас уже просто только обычная денежка любит слезку. Такой странный комментарий. Да, не понял. Ну, занимайтесь, хорошо, что у вас там отбилось, мы вас поздравляем, уважаемые зрители. Так, Петр, Степан Геннадьевич, говорят, что война в Украине выгодна Западу. А где же выгода? Одни траты. Зеленский уже сколько с них выцыганил. А вот Китай, пожалуй, самый четкий выгодополучатель. Электрокомпоненты и целые дроны на обе стороны отгружает. И нефть с газом у России по бросовым ценам тянет. Ну, в мире далеко не все измеряется деньгами. Опять вы как мафиози заговорили. Так оно и есть. Если человек этого не понимает, я не смогу этого объяснить. Так,
Значит, уважаемый Степан Геннадьевич, как вы относитесь к такому мнению в противоречии вашему? Существует ли договоренность Украина не останавливает дружбу, а Россия не бьет по ЖД, тоннелям и мостам в Карпатах? И как стёб над пропагандистами с каждой из сторон. Украинцам не запрещают опять говорить по-русски, а россиянам в ответ не объясняют, что применение ЯО требует в несколько раз большей готовности и умения от наступающих, чем от защищающихся и пострадавших от применения. Ну, по второму вопросу человек явно начитался старых советских учебников по военному делу. Пусть читает дальше, как говорится. А что такое дружба, ребят, вообще о чем? Какие там объемы идут? Угу. Забудьте об этом. Ну. Это жалкие копейки, жалкие слезы по сравнению с тем, что гонится в Китае вообще на мировые рынки. Так что забудьте вы эту дружбу. Как и петродоллар. Тоже некоторые с ним до сих пор носятся. А вы уже списали петродоллар? Так он давно был списан самими американцами, Леном Борже. Зачем он нужен-то был? Финансировать дефицит бюджета США. Посмотрите на то, какой дефицит бюджета, и посмотрите на то, сколько трежерис, на какую сумму у, скажем так, нефтяных монархий залива. А касаемо покупки нефти в валюте, отличной от доллара, пожалуйста, с 2006 года или 2005, не помню уже. На Айсе торгуется поставочный контракт Brent в евро. Если кто не в курсе. Так, тут вам накидали вопросов, давайте разбираться, пользователи. Может ли Путин покинуть пост из-за множества ошибок? Если может, гипотетически, то кому передаст руководство? Кто может быть эффективным управленцем? Ну и дальше. Герасимова уберут, Суровикина могут назначить. И еще вопросик. Силуанов – это хороший министр? И в продолжение там другой зритель. Кириенко преемник? Кивните. Давайте пройдемся по этим фигурам. Силуанов. Ну, Силуанов бухгалтер. Минфин полностью под Моссадом. Еще со времен Бейтара. Серьезно. Еще со времен Бейтара. Такого кацевского, простите, Лужковского. Подождите, Бейтара. вроде же как... это Нацбанк российский под Ми-6. Вроде же под Ми-6 были. Не-не-не. Это эти самые моссадовские ребятки. Ну, вся банковская система России под Моссадом, считайте. Со времен бейтаровцев. Так вот, если рассуждать. Кто там еще был? Кириенко я кивнул. Только вы не сказали, сколько кивков, поэтому вам непонятен мой сигнал. Так, кто там еще из выдающихся? Герасимов и Суровикин. Ротация вот такая. Понимаете, здесь проблема даже уже не в военном руководстве, а в политическом. Поэтому бесполезно кого на это место ставить. Без принятия политических решений, без принятия политических реалий бесполезно что-либо говорить, что-либо делать. Так, дальше. Вот такой вопрос. Спросите у Димуры, почему в России, в Украине так сильно выросла недвижимость? Ведь каждый дом же под ударом. Что вообще он думает? Будет ли снижение цен в этой сфере? Наверное, просто не строит ни хрена, поэтому... Ну, как в России, на самом деле, все же зависит от региона. Если вы смотрите, в Москве строили много. А просто сейчас резко упали продажи. Цены пока... Ну, цены на новостройки тоже стали падать. Но ажиотаж, это же, слушайте, что такое недвижимость, да, если посмотреть с точки зрения здравого смысла и банальной экономики. Жилая недвижимость – это продукт потребления, ничем не отличается от машины, да, которую покупаете. А коммерческая недвижимость – это средство производства, ничем не отличается от станка, который амортизируется. Поэтому исторически недвижимость
ну, не должна расти, никогда не росла быстрее, чем инфляция или обесценивание денег происходило. А недвижимость испытывает такие, знаете ли, экспоненциальные периоды роста, а в самом конце кредитного цикла пузыри эти надуваются, когда недвижимость превращается из либо средства потребления и средства продукта потребления, либо средства производства в спекулятивный актив. Вот и все. Эти пузыри всегда сдуваются. Коммерческая недвижимость в среднем 86% теряет с учетом инфляции, и всегда нужно помнить. Но поэтому в рублях она может расти, а в долларе падать. Жилая недвижимость то где-то 82-83%. Таких пузырей уже было не один десяток в мире. Конец всегда один. Так, Михаил, рубрика «Шапочка из фольги». Первый срок. Трамп обидел уважаемых людей. Во второй его натравили на Иран. В США дизеля нет, экономика накрывается, врубают гиперинфляцию, еще веселее объявляют дефолт. Народ требует тушку Трампа, семью обезжиривают под ноль, и все в шоколаде, кроме этого, как его там, народа. Ну и семейство Трампа на шконках в полосатой робе. Что думает по поводу этого сценария Тимур? По поводу завершения сценария полностью согласен. Посадят, он же памятник. Ну, если не умрет, то посадят всю семейку. Всех причастных. Это да. И ошкурят. Другим назиданием. Ну, а так, то он не то чтобы оскорбил, он кинул. А в Латинской Америке он тоже кинул уважаемых людей. Поэтому уважаемые люди сейчас ему устроят козью моль, а к Ирану уважаемые люди отношения не имеют. Они были очень счастливы, когда Трамп напал на Иран. Что они прекрасно понимали, чем все это закончится. Оно этим и завершается. Угу. Просят вас прокомментировать интервью журналистки грузинского происхождения Такеру Карлсону. Она много всякого вытащила на поверхность, и сейчас начали прессовать испанского полковника только за то, что его там упомянули. Но я не понимаю, какой Я без понятия. журналистский идет. Сбросьте ссылочку, посмотрим. Интересно, что там такого, что целого испанского полковника присанули. Зачем Украина наклепала миллионы медленных перехватчиков, когда Россия практически полностью перешла на реактивные дроны, спрашивает Оксана Бондаренко. Ну, такой, по-моему, риторический вопрос. Не, ну до этого реактивных дронов было мало. В основном летали эти самые мопеды, шахид-такси. Поэтому Боинг, не Боинг, а Airbus сделали такие вот перехватчики систему. Достаточно эффективная система на самом деле. Непонятно, насколько она будет эффективно работать, вернее, сами перехватчики, как это там украинцы называют, дилды или как эти? Писюны. Писюны, который поддержал Грэм и умер. У него наступила последняя реакция. Лора Лумер тоже поддержала, но жива. Лора Лумер поддержала. Там про нее такие вещи рассказывают. Ох, Лора. Не говорите, что все умирают после писюнов. Она мечтательно поддержала писюн. Чтобы сбить реактивную герань в зависимости от модификации, там просто в данной конструкции, скажем так, аэродинамика может войти в противоречие с емкостью аккумуляторов. Но, в принципе, если заменить перехватчики на какие-то другие, более, скажем так, быстрые, то сама система обнаружения и наведения вполне возможно, что будет работать. Просто так всегда происходит в войне, когда вот найдено, типа, есть какая-то вундервафля, против нее найдено противоядие, вот оно выходит на поле боя, прекрасно работает, а тут появляется следующая вундервафля. Это стандартная вообще практика. Пользователь «Синяя борода» Степан утверждают, что проводят загруженные нефтью корабли из пролива в обход Ирана. Чем ублажают Иран и Йемен, раз до сих пор не случился коллапс. Какие у вас вообще прогнозы на сентябрь? Благодарю, Александр, и всем добра. Я так понимаю, по теме нефти. Нефти я объяснил свою точку зрения по этому поводу.
А прогнозы чего на сентябрь? Ну, по нефти, по стоимости Расти, транспортировки. расти будет дизель уже до исторических максимумов, все нормально. Моторные масла тоже. Вертикальный рост, скоро нефть попрет. И JP Morgan окажется в таком же положении, как оказался с серебром. Шартов огромное количество, серебра и нефти нет. Будет вертикальный рост, я думаю. Мгм. Татьяна интересуется, почему сняли с должности главного экономиста ВЭБ России Андрея Клепача. Согласны ли вы с его оценками экономического политического развития России, что в войне на истощение Россия проигрывает? Вы знаете, отчасти да, согласен. Просто она проигрывает как раз из-за клепачей. Вот если Так, всех подождите, клепачей почистить, мысль сложная, объясните. ну, клепачи им собирательно, это такой, знаете, а-ля, ну, я не знаю, ЦБ, Минфин, вот это вот все, когорта славных, гениальных экономистов. Вот из-за них она и проигрывает. Ну, то есть на истощение все-таки вы согласны, Ну, что... здесь, на самом деле, я вот в начале 25 года говорил, что надо, чтобы Россия, чтобы Путин протянул 2 года. Ну, вот он их почти протянул. Ну, конечно, если бы не Анкоридж, где их развели как лохов, то ситуация была бы несколько иной. Поэтому теперь хочется, чтобы Путин протянул хотя бы до середины 27 года. Будем над этим работать. Мгм. Так, Степан Геннадьевич, читали ли вы книгу полковника запаса ФСБ, ранее КГБ, Платонова об израильских снайперах Якова Кедми во время расстрела парламента России в Москве в 93 году? Это и был самый первый Майдан во славу прихода Машиаха. Что можете сказать по этому поводу? Ну, у меня тесть, будучи генеральным конструктором станции РЛС, который до сих пор стоит на дежурстве, он все время был одним из организаторов защиты Белого дома и много чего мне рассказал. В этой книжке описана, может быть, 1/10 правда, остальное хуцпа. Да, Бейтар был в танках, да, они расстреливали Белый дом, поскольку наши ребята отказались его расстреливать. Да, там было 2 баржи трупов только защитников. А что творилось внутри Белого дома, это отдельная песня. Поэтому восстанавливали его, по-моему, турки. И многие подписали бумажки на неразглашение. Это был такой элементарный захват власти. Банальный элементарный захват власти. На нем поднялись как раз этот товарищ. Ой, как его? Яблинский. Да, Явлинский, прошу прощения. Товарищ Кожугет и прочие. Странные пассажиры. Мгм. Так, продолжим. Степан Геннадьевич, Игорь пишет, в Украине не существует ни одного проевропейского, в скобочках произраильского коллаборанта. Есть только пророссийские. А в России, есть ли в России произраильские коллаборанты? Ну, официально нет, конечно. Как может быть в России по-израильски коллаборанты, когда правительство, половина правительства и практически все СМИ в кипах? О чем? И с паспортами неудачными. Так что нет, конечно. Нет у нас никаких коллаборантов. Как они могут быть у нас? У нас только эти самые инагенты. Владимир спрашивает, Степан, как назовут СМИ России СВО в Казахстане? СВО номер 2 или на манер американцев «Северный свет свободы и освобождения»? Когда Россия пойдет нести этот свет освобождения казахам? Пойдет ли? Посмотрим, когда. Это зависит от поведения казахов. Как назовут, ну, хочется надеяться, к тому времени у нас будет более, скажем так, изобретательное руководство и с чувством юмора и помоложе.
Какой-нибудь там мыс Кумыса. Нет, нет, нам, наверное, что-нибудь такое, что-нибудь. э, м, Даже сейчас не будем обижать казахов пока. И пока в голову ничего такого приличного не приходит. Так а зачем с казахами СВО? Я что, вообще не пойму этой Ну, темы. расширять империю дальше, расширять. Ну, это так, общие рассуждения, на самом деле. Китай, Иран и Китаю, Ирану и России придется наводить порядок в Средней Азии. И выкидывать оттуда пиндосов, британцев с их НКО и турков куда подальше. Потому что они будут продолжать там мутить. И у Китая тоже есть проблемы с уйгурами. И они им тоже не нужны. Им нужна безопасность своих логистических, сухопутных логистических маршрутов через Среднюю Азию. А главы станций всякие, они, скажем так, там очень сильно присутствует влияние Запада. А поскольку у всех этих глав станций деньги на Западе, то, соответственно, никаких так называемых национальных элитах говорить не приходится. Соответственно, ни о каких национальных интересах говорить тоже не приходится. Вот мутят уже в Азербайджане, мутят сейчас в Армении. И пойдет все это дальше. Это тоже тому же Ирану не нужно. Абсолютно. Так, вопрос Димуре. Вчера по телевизору нам торжественно сообщили, что старая модель экономики в стране себя исчерпала. И Кстати, я пропустил. А в чем новость заключается? Вам должны были быть прорывные предложения, да? Вот, так у вас, Да. у вас спрашивают. Семь Пропустил. столпов экономической модели России. Прокомментируйте, Так. пожалуйста, что нового в модели, чего не было в старой, и почему не я было. помнил, что надо посмотреть, но не посмотрел. Занят был. Да, давайте мы 7 столпов обсудим в следующий раз, с вашего позволения. Да. Так, Хорошо, что напомнили. Я думаю, что-то важное в своей жизни я пропустил. Что-то важное. И вот спасибо, что напомнили. Так, ребята, поехали. Значит, чатик еще уважим обязательно прямо сейчас, поэтому пишите прямо сейчас в эфир. Тут вдогонку вам Вита спрашивает, а что с Монголией и Вьетнамом? Ну, в контексте порядка. Да, В Монголии все хорошо, с Вьетнамом тоже. Китай в Вьетнаме и в Юго-Восточной Азии развил такую инфраструктуру, что там у них экономический рост просто зашкаливает. Делают деньги вместе, зарабатывают деньги вместе. Ой, тут вам вопрос, Степан Геннадьевич, вы наводите на зрителей холод, пишет в чате пользователь. Неужели там, где вы находитесь, так холодно? Ваш свитер, Да, как называется холодно. правильно, не в курсе, прикольный. Если не секрет, откуда он? Старый шерстяной свитер, по-моему, еще отцовский. А раньше свитера делали, да, Степан Геннадьевич? Да, геологический. Не хватает костра, гитары. Да, двустволки. И чукчей. Вопрос Димуре. США напечатали доллары и через схематоз дали их Японии для того, чтобы Япония не продавала трежерис. А к чему это приведет? Насколько близок О, крах? боже. Слушайте, где вы эту прочитали? Какие доллары? Кто что печатал? Это кто вам такое написал? Что вы бред всякий читаете? У Бесентихи есть форекс-резервы. В этих форекс-резервах завалялись эти самые французские облигации государственные. Вот. Она, не предупредив ЕЦБ и не предупредив Банк Франции, продала эти облигации и на вырученные евро купила иены. Кто печатал доллары? О чем вы? Следующий вопрос.
Мгм. Хорошо, что разъяснили. Так, вот такой вопрос. Степан, как вы думаете, Трамп, демонстрируя дружбу с Кимом, хочет с ним подружиться и стать союзником Северной Кореи? Ведь держава ядерная, лидер с яйками, все по-трамповски. Хорошая будет сделка? Нет, просто Трамп решил, что южные корейцы его недостаточно уважают. Отказались помогать ему в войне с Ираном. Поэтому он, как в детском саду, решил показать им, что он будет дружить с их врагом. Вот и все. Так, а может он с Китаем хочет подружиться просто? Ну, что товарищ Си особо не горит желанием с ним дружить. Интересно, почему? Как-то вот, знаете, вы бы стали дружить с человеком из шестой палаты в дурке? Я бы тоже не стал. А, Степан, уже готов резерв 150 тысяч подготовленных солдат, контрактников в России. Почему об этом молчат? Второй момент. Герасимов, Кто молчит? глава штаба России, в сентябре истекает у него срок. Вопрос, почему и об этом все молчат? О чем молчат? Что у Герасимова срок, а 150 тысяч контрактников есть где-то в России. Там не 150, а 300 резерв. Не хотел вас огорчать. На то, что у Герасимова контракт истекает, ну, все, кто в теме, знают, что молчат. Это как-то повлияет на осеннюю кампанию? Я вам уже объяснил, что, слушайте, влияет политическое руководство, а не военное. Конечно, Герасимов, на мой взгляд, не лучший стратег и не лучший генерал, скажем так, далеко. Но если вы поставите, скажем, на его место Суровикина, то ничего не изменится. Поскольку решения должны на этом уровне приниматься политическим руководством, а не военным. Мгм. Так, Миша спрашивает. Некоторое время назад Турция подписала договор с Ираком о покупке миллиона барреля нефти в Ираке. Договор, которого отказывается подписать министр транспорта Ирака. Что вы можете сказать по поводу этого в контексте изложенного выше по Ираку сегодня? Ничего. Я думаю, что сначала они должны трубу починить в Ирак, вернее, в Турцию. Ну, можно возить, у них есть сухопутный маршрут через Сирию возят. В цистернах траками. Но я думаю, что этот договор, эти миллион баррелей, они отойдут китайцам. Мгм. Почему? Ну, потому что уже отходили китайцам. Тому, а, чем за что поплатился предыдущий премьер-министр Ирака, он поплатился за то, что обошел, скажем так, американскую схему, которая работает до сих пор, когда иракская нефть не принадлежит Ираку, а иракскую нефть продают американцы. Денежку оставляют себе и часть выделяют Ираку, если те себя хорошо ведут. Иракский премьер предыдущий, он сделал такой, не то что хитро, а финт ушами, он договорился с китайцами на бартер. Ирак отгружает нефть напрямую китайцам, они продают, а в обмен получают китайские инвестиции, китайские технологии. За это поплатился. Мгм. Вот, поэтому я думаю, сейчас там в Ираке очень непростая ситуация, потому что еще раз шииты, у которых джихад, да, и которые считаются духовным лидером молодого Айталу, ну, Айталу Ирана, их 60% населения. Ребята умеют и любят воевать. А остальные 40% поделены между суннитами и курдами. Курды тоже любят повоевать и умеют. А сунниты, ну, да, это сунниты. А все руководство Ирака сейчас сунниты. Вот такая вот интересная там ситуация. Если будут какие-то телодвижения делаться, я думаю, что с помощью Ирана там поменяется просто правительство и станет шиитским правительством. И там многое вообще поменяется в регионе. Мгм. Так, как, по вашему мнению, Ольга спрашивает, Путин должен ответить британцам за удары по России?
ударами по Британии. Это как-то банально, нет? Ну, это, слушайте, ну, берете, я не знаю, там ржавый контейнеровоз древний. Грузите в контейнеры там пару сотен гераний. Главное, чтобы это были герани российского производства. Ну и где-нибудь там упаркуйте 500 километров. После залпа он взрывается, экипаж исчезает. Все. Ну, российские герани прилетели. Ну да, российское производство. А мы их продали партизанам в Винчуре. Ну, бывает. Слушайте, нам деньги нужны. Это, не, это называется ситуация, когда у вас возможно отрицание. Ну и что будете делать, бриты? Попытаетесь запустить там свой этот самый старый Минитмен? Ну, давайте. А почему Степан молчит, что Иран заявил, что будет принимать юани, биткоины, стейблкоины за проход через Ормуз? Это новая финансовая система такая будет на смену Кто доллара? молчит? Я что, попугай, что ли, одно и то же повторяет? Регион прошел процесс дедоляризации. Кто не понял, тот виноват. Мгм. Так, значит, Степан Геннадьевич, дело Форест о залогах э, свободы нужно лишь для того, чтобы умерить аппетиты банды Зеленского и компании и полгода еще кормить народ Украины обещаниями хорошей жизни при обновленной власти, чтобы затянуть эту войну? Да, одна из возможных, мы с вами обсуждали, одна из возможных схем. Да. Какой предел падения рубля прогнозирует Степан Геннадьевич до конца года и в следующем году? Не знаю, цель была 85-86, выполнили. Цели выполнены, целей больше нет. Посмотрим, что будет дальше. Мгм. Можно ли сказать, что Россия находится под глобальным еврейским игом, спрашивает Владимир. Наверное, да. Да, Россия выбивает энергетику Киева, ТС-6. Ну, об этом мы говорили уже. Опять возвращаются целенаправленные удары по энергетике. Все как и было. Ну вот, зимой, только гораздо раньше. А, Так, как проживет эту зиму Украина, спрашивает Александр. Ваше мнение? Я не знаю, какое решение примут кремлевские. Их пути неисповедимы воистину. Вопрос, как там с Кубой обстоят дела у американцев? Прекрасно. На Кубе сейчас находится 500 шахедов. Поэтому это как-то сдерживает и отрезвляет американцев, потому что им до нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива лететь совсем чуть-чуть. Такое количество они просто физически сбить не смогут. Сидят тихо. Договариваются с изменниками Родины на Кубе. Мгм. Руслан интересуется, а может быть травля украинских мужчин со стороны Европейского Союза, которым отказывают в защите, для того, чтобы обвалить рейтинг Зеленского среди мигрантов, которые из-за границы топят за Зеленского. А таким образом ЕС разрушает рейтинг Зеленского. Я вам более того хочу сказать. Сегодня пришла новость, что теперь вот эти и женщины, которые подаются на защиту, тоже им надо доказать каким-то образом, что они не имеют причастности к войне. Короче, через ТЦК. Все через ТЦК. Ну, правильно. Здесь разговор не о рейтинге Зеленского. На его рейтинге всем наплевать на Западе. Здесь разговор о том, что из Украины уезжает мясо, которое должно быть на фронте. Соответственно, надо все это выдавливать зад. Ну и тут вдогонку вопрос, как проживет зиму Россия? Ну, у нас инфраструктура, на самом деле, достаточно изношенная. Там в отдельных регионах под 80%. Поэтому, наверное, будут аварии, как обычно. Я не знаю, знает ли Степан Геннадьевич про дефолт в Венесуэле.
Какой? Очередной? Очередной, да, как бы там Колумбию трясет, там потряхивает всех, поэтому как бы дефолт это дело такое. Но в любом случае, спасибо вам большое за разноплановые и интересные вопросы. Степан Геннадьевич, а вам спасибо за время и мысли. Спасибо вам. Друзья, берегите себя. Видите, конец августа, одеваться надо теплее, как Да. Димура. Как бы... А потом, знаете, у нас был такой... Ну, где Только в он? бункере не топят, гады. Где он? Кто он? Как он? Помните этот Данилов, ну, который собак красил и как волков продавал? Секретарь, секретарь СНБО. А он тогда говорил, что там, это же было модно, там Был такой, да. каждую годовщину начала Большой войны, а это же как бы там фильмы снимались, интервью брались, передачи делались, и он выходил и говорил: видите, я в черной футболке был, это я намекал. Поэтому смотрите Димуру, в чем он одет и на что На намекает. что он намекает? Друзья, берегите себя, добра и света, несмотря ни на что. Удачи.